Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет крайне полезный ролик, то, о чем вы меня давно просили. Советую досмотреть до конца. Сегодня мы с вами обсудим, это будет такое независимое мнение о использовании автоматических туалетов. Как вы знаете, часто у меня приходили на рекламу разные туалеты, и я вам их показывала, принципы работы, о том, как они используются и так далее. Тем самым у меня уже накопился опыт примерно в 1,5 года работы с разными туалетами. Все эти туалеты до сих пор стоят у меня автоматически. Я вам уже от души, так сказать, честно могу рассказать все плюсы и минусы каждого туалета. У меня их всего 4, и все эти 4 туалета совершенно по-разному работают. То есть у них, в принципе, механизм работы разный. Первый туалет, который у меня появился, он сейчас стоит в том доме, и 3 туалета стоят в этом доме. Я вам по пунктам расскажу, какие плюсы и минусы для нас, для людей, потому что нам, естественно, должна быть удобство уборки, качество уборки, сколько вмещает наполнителей, сколько вмещает отходов. И, конечно же, удобство использования для наших котиков, потому что котики все с разными характерами, и я вам расскажу, какими туалетами им нравится пользоваться, а какими нет. На втором этаже в основном доме у меня стоит, собственно, основной туалет, который, действительно оказался самым удобным, который вмещает больше всего для обслуживания кошек. Это не касса. Это туалет открытого типа, то есть все остальные туалеты у меня закрытого типа. Этот туалет открытого типа, он единственный, поэтому он, собственно, и занял такое основное место, где абсолютно все коты ходят. Потому что остальные комнаты, то есть это разделение, где-то там кошка одна живет, когда беременная. Там в соседней комнате, соответственно, в гостевой спальне тоже только один туалет, обычно там одно животное ходит. А вот этот стоит и обслуживает просто всех. А в чем же его плюсы? Во-первых, это биологически естественно кошки ходить все-таки в открытом месте. Все-таки кошки это не те зверьки, которые роют там норку с углублением, чтобы пописать, покакать. Все они ходят на открытом пространстве. И естественно, если ваша кошка боится закрытых пространств, там, переносок не любит или что-то такое, она просто может испугаться и принципиально не пойти в закрытый лоток. Этот лоток решает эту проблему, потому что в него ходят все, абсолютно у меня и кошки, и котята, и коты. И тем, что у него открытая часть, соответственно, любая кошка просто любого размера помещается сюда. Это очень удобно. Еще удобство этого лотка в том, что, собственно, вот он большой. Можем замерить. Это полезная площадь, которая вот, собственно, здесь. То есть даже очень-очень жирный мейн-кун сюда точно влезет, и ничего ему сверху мешать не будет. И, что, несомненно, еще плюс, это очень большая корзина. То есть у меня здесь живет, когда по 3, 4, 5 котов и котята, с маленькой корзиной будет довольно-таки сложно. Здесь очень большая корзина, которая вмещает, соответственно, тоже много. То есть вот размер корзины и ее глубина. Она очень высокая, очень удобная. И принцип работы у него довольно-таки классный. Он, когда кошка ходит в туалет, он просто переворачивается, работает тихо, не пугая никого, ни кошек, ни людей, ни детей. Собственно, все здесь прекрасно. Также здесь очень хорошо сделана обводка, хорошо проклеен силикон, что никаких протеканий, подтеканий вниз в лоток не идет. Но я говорю, при моем опыте, когда здесь живет там 4 кота, я все равно его убираю где-то раз в 3 дня. Ну и плюс, конечно, отдельным я покажу про уборку таких лотков, насколько просто или сложно поддерживать чистоту в них. И в этом лотке, конечно же, очень удобно поддерживать чистоту, потому что он открытый, все можно протереть, все можно потрогать, перевернуть. В общем, все очень классно. И за все время работы с ним, а он у меня уже практически год, у него не было ни одного сбоя. То есть, все мы понимаем, что это сложный механизм относительно, и могут быть сбои, у него глюков нет. Так, сейчас, как я и обещала, мы поговорим про сложность уборки, в каких туалетах удобнее убираться, в каких сложнее. Это, собственно, немаловажный факт, потому что все равно эти туалеты обслуживать надо. Они, к сожалению, еще не умеют прям в унитаз сливать, то есть все равно их в чистоте нужно поддерживать. Как по мне, самый удобный в плане обслуживания, это, конечно же, открытый лоток, потому что у него все открыто, бинго. Вы просто берете, протираете салфеткой, и у вас все чисто, то есть ничего разбирать, никуда лезть не нужно. Здесь абсолютная чистота, из-за этого, собственно, не скапливается никакой запах. Просто взяли, протерли и убрали.
Кстати, про этот туалет один из прям тоже немаловажных плюсов, которые для меня важны как для обладателя большого количества кошек. Когда у вас один котеночек, это может быть и не важно. Когда у вас уже много кошек, то очень важно наполнение туалета, то есть сколько наполнителя он может вместить. Я, кстати, совершенно спокойно сюда руками полезу, потому что он всегда очень чисто убирается. Он вмещает очень много наполнителя, и даже когда у меня в доме живет 3-4 кошки, такого количества наполнителя хватает примерно на 3-4 дня, чтобы я вообще не убиралась. Сейчас я покажу вам в другом туалете, как это происходит. В общем, на самом деле Амикура — это лоток, который у меня стоит, наверное, на втором месте, несмотря на то, что у него не всегда все получается, он стоит у меня на втором месте, потому что он большой. И он большой для кота из-за... Ну, то есть не то, что, в принципе, большой, как бы занимает у вас много места. Нет, он большой для кота, потому что там довольно-таки приличное место. Мы не сможем так внутрь измерить, мы сможем только такие габариты, но почти вся эта площадь, которая там есть, она для кота. Из минусов это система работы гребенка, которая сверху, у нее не всегда получается собрать все, что там есть. И если вы переборщили с наполнителем, он вообще откажется его собирать. Корзина находится сзади, соответственно, это гребенка туда выкидывает все, что есть. Минусы корзины в том, что она очень маленькая, вот просто она мизерная. Как вы видите, там еще куча всего скапливается, приходится убирать. И пакет, который вы оставите, нужно прям крепко вот здесь фиксировать, потому что если вы крепко не зафиксируете, он просто эту часть откидывает и скидывает все просто сюда, что тоже не очень всегда удобно. Но очень маленькая корзина. То есть вот она. Она совсем тоненькая и, соответственно, низенькая. Ну и определенные глюки с работой. У нее хорошо работает автоматика, то есть у нее нет глюков в плане, что я просто взяла, зависла и никуда не поехала. Но она не всегда может собрать все из-за того, что она так устроена. То есть она не крутится, ничего не переворачивается, и вот эта гребенка просто не способна подобрать все. Обычно в этой комнате у меня живет немного кошек, и лед он как дополнительный. И здесь еще, видите, к нему я дополнительно ставлю маленький. Что касается закрытых туалетов. Кстати, вот эту модель считаю тоже довольно-таки удачной, но есть определенный нюанс. Она работает по принципу гребешка. Сейчас, смотрите, по грязи. Вот, видите, вот эту штучку вы можете протереть только тогда, когда она закрыта, и она будет очень сильно возмущаться, потому что в остальное время эта штучка, она как бы сверху находится, то есть вот неудобно ее поддерживать в чистоте. Сейчас он уберется. Это очень долго. В общем, этот туалет очень долго убирает. И вот, собственно, минус этого лотка. Только что он отработал, но из-за того, что гребенка определенного размера, он не может собрать все количество. И, соответственно, чтобы здесь мы убрались и протерли все вот это, нужно чуть ли не с рукой туда залазить, что не очень удобно. Хотя в плане вместительности этот туалет неплохой, и он хорошо подходит даже к крупным кошкам, в отличие от тех моделей, которые у меня другие. Вот. И также здесь неудобно то, что в такой туалет вы можете насыпать небольшое количество наполнителя, потому что гребенка, которая он сверху таким образом собирает фекалии и камушки, она может поднять только определенный вес. И если вы переборщили с количеством наполнителя, она просто встает в позу, в паузу и ругается, и пишет, что она не может это поднять. Вот, это, собственно, не очень удобно, мягко говоря, потому что каждый раз, когда вы насыпаете туалет, вам приходится проверять, а точно ли она сможет такое количество обработать, а все ли с ней будет нормально. Ну и, соответственно, если мы заглянем чуть внутрь, прям, вы увидите там еще дальше на стенке то, что вы тоже очень сложно протирать. То есть нужно туалет полностью вообще разобрать, а это довольно-таки тяжело, чтобы прочистить вот это. Ну и, собственно, две части он все равно не разбирается. Теперь мы перейдем в спальню. Там тоже стоит лоток совсем другой фирмы и другого принципа работы. Здесь у нас Caring Bee. Это тоже один из моих... Ну, мне нравится он, этот лоток, несмотря на свои определенные огрехи. То есть у каждого лотка есть свои плюсы и минусы. У которых реально я не нашла минусов, это пока только открытый лоток. Здесь в чем удобство? В том, что он маленький. У него очень маленькие габариты. Он вместится в маленькие квартиры.
Ну, в этом плюс. У него довольно-таки точные замеры по весу животных, по происходящему, но очень мало вмещает наполнитель. То есть, естественно, тем, что маленький туалет, маленькое окно, то есть крупный мейн-куну, прям он будет очень сложно сюда вмещаться. И мои коты, если куны взрослые, то они заходят только задними ногами. В общем, ну не очень, они не любят этот лоток. То есть здесь мало места. Принцип работы у него такой, что он крутится и, соответственно, все необходимое выбрасывает сбоку. Я достану контейнер. Здесь контейнер побольше, чем контейнер в предыдущем лотке, о котором я показывала. Он здесь хотя бы поглубже. При наличии одной кошки хватает его где-то на неделю. Там при наличии 2-3, но уже меньше. Но в целом он хотя бы глубокий, но не такой большой, как у открытого, естественно, туалета. Работает в целом без глюков особых. Все у него нормально, у него очень удобное приложение, так же как у Никаса. У Никаса тоже очень, который открыт лоток Никаса, у него очень удобное приложение. У него тоже довольно-таки удобное приложение. Туалет уже другого типа, он круглый и он крутится, чтобы выкинуть то, что в нем накопилось, фекалии и камушки. Плюс этого туалета то, что он маленький, минус то, что он маленький. Если у вас крупные кошки, будет довольно-таки мало места там. Это первое. И второе, он вмещает очень маленькое количество наполнителя. Из-за того, что маленькая гребенка, соответственно, если насыпать наполнителя больше, он, конечно, его перевернет, но, соответственно, то, что у него не вмещается, он просто весь наполнитель высыпет в бак. Ну и с уборкой тут тоже та же самая история. Здесь нужно лезть, подлазить, вот это все убирать. И вот эту щетку, соответственно, которая все скапливает, ее вообще довольно-таки тяжело промыть. Ее приходится прямо вынимать, снимать и, соответственно, промывать под душем, под чем-то. Прям рукой ее очень сложно промыть. Но у него очень хорошие датчики и хорошее приложение на русском языке, очень удобное приложение, и он хорошо делает замеры по котам, почти всех определяет. Собственно, вообще умничка в этом плане. Если у вас маленькая кошка, ну, вполне себе ничего, такой вариант. Если она согласится ходить в закрытый туалет, потому что здесь он замкнутый. И, соответственно, сейчас я вам покажу еще 4-й туалет, как работает он и в чем его особенности. Он находится в том доме, и на самом деле не просто так он в том доме находится, потому что все самое лучшее я стараюсь держать в плане техники здесь, там есть нюансы с тем туалетом. Так, ну и самый первый туалет, который у меня появился из автоматических, он появился довольно-таки давно, это Воувал. Надеюсь, я правильно сейчас произнесла его название. Вот. У него принцип работы такой, что вот эта часть, она крутится внутри, там гребенка находится, и, соответственно, вот здесь у нас находится то, куда все это сбрасывается. Давайте перейдем сразу к минусам этого туалета. Туалет, несмотря на свои огромные габариты, они реально, ну вот там, рядом со мной, это большой туалет. То есть дома он займет у вас очень много места. У него вот эта вот часть, где помещается кот, она маленькая. Маленький вход, довольно-таки маленькая часть. И в этом туалете, скорее всего, это были действительно одни из самых первых, может, разработок. Я не знаю, как там все это на китайском рынке происходило, но у него вмещается количество наполнителя, но прям вот вообще маленькая. То есть там резинка, она прям практически плоская, мало наполнителя вмещается. Соответственно, про сложность уборки там все остается ровно то же самое. Это нужно лезть внутрь. Здесь он, насколько я помню, вот так вот разбирается. Пластик, как видите, пожелтел со временем. Барабан. В общем, он не очень удобен в плане того, чтобы его как-либо убирать. И, пожалуй, самый главный его минус, и почему мы сейчас будем его убирать, главный его минус в том, что очень сложное, нерусифицированное, возможно, сейчас что-то поменялось, не буду утверждать, приложение. Оно сложнее, чем... Ну, в смысле, не то, что сложнее, оно просто менее понятное, чем у всех других туалетов, которые у меня есть. И в плане работы, если у вас один кот, наверное, нормально, может быть, терпимо. Если у вас несколько котов, то мы его часто находим в положении половинчатом,
он просто встает в ошибку и все. То есть в плане глюков работы, в плане автоматики, пожалуй, вот этот у меня на самом последнем месте, потому что раз в день мне приходится к нему подходить и перезагружать его вручную, потому что он просто встает в ошибку и все. И, соответственно, вот встал он в ошибку, а котам что делать? Ждать, потому что они не могут им воспользоваться никак. Либо, когда котам очень хочется, у меня приличные коты, благо, они не могут себе позволить там насрать на диване или где-то, он встает в ошибке, например, на положении просто гребенки, и, соответственно, коты все свои дела делают на гребенку, это все пачкается, сложно потом убирать, вымывать. В общем, здесь больше всего к нему вопросов, потому что очень большой, при этом небольшое пространство внутри, то есть не каждый кот полезет в такое пространство, вот вообще не каждый, хотя мои лезут. И мы сейчас этот туалет поменяем, угадайте на какой? Какой я себе заказала новый туалет сюда, потому что здесь у меня самое большое количество кошек, так как они живут здесь на весь дом на 2 этажа. Скорее всего, я его оставлю и поставлю просто на 2-й этаж, как резервный, которым там будут пользоваться раз в неделю там или что-то такое. А сюда мы поставим Никассу, потому что Никасса показал себя лучше всего в плане обслуживания большого количества кошек, в плане удобства именно уборки человеком его и удобства использования для кошек. Давайте сейчас вместе с вами его распакуем. Еще раз напомню, как он собирается. Покажу его новенький. Но на самом деле внешне за год он особо не изменился. То есть что вот он сейчас новенький у меня, что у меня который год стоит, внешне они практически не отличаются. Мне просто вчера как раз доставка его пришла. Из плюса, я знаю плюс этого туалета, ну из такого относительного плюса, у него нормальный ящик для вмещения, то есть он довольно-таки большой, но все равно меньше, чем у Никассы. Но, к сожалению, ему сложно, может мне так не повезло, не знаю, может так получилось именно с моим туалетом, но вот ему сложно обслуживать большое количество котов, может он просто не предназначен действительно для этого. И он начинает у меня глючить. И если вы обратили внимание, во всех остальных туалетах у меня стоят мои коврики, которые я покупала, просто самые обычные коврики где-то там. У Никассы очень приятно, что они позаботились об этом, они положили свой коврик, то есть не нужно ничего колхозить, придумывать, просто кладем и все. Кстати, очень хорошего качества коврик, который вот здесь вот все скапливает и не застревает песчинки и мусора вот здесь вот. Просто берешь, удобно вынес, вытряхнул, и все, у тебя все чисто. При всех плюсах туалета, которые я рассказала, я, собственно, не нашла у него минусов никаких. И если кто-то там может подумать, что вот он открытый, запах, все дела, нет от него запаха. У меня стоит туалет в основном доме, и туда ходил как бы метящий кот. И запаха все равно никакого не было, потому что он очень быстро убирает, там все очень четко, такой запах на замке. Очень нравится обратная связь от производителя, то есть, когда я купила, мне в Озоне писали от производителя сообщения, спрашивали, все ли понравилось, какие есть предложения у нас там по улучшению туалета и так далее, и они его постоянно дорабатывают, вот сейчас доработали, хотя в целом у меня такой проблемы не было, но видимо, производитель решил, что нужно улучшить. Они добавили вот такие силиконовые прокладки, которым нужно обклеить, собственно, еще дополнительную защиту сделать для резинового полотна, чтобы его еще лучше, собственно, сделать. Сейчас мы это все сделаем. То есть такая чуть-чуть такая небольшая доработочка, но уже приятно, что о нас думают и заботятся. Сейчас мы это сделаем, собственно, насыпем наполнитель, и котики здесь будут с радостью пользоваться. Особенно обрадуется Николь, потому что Николь не любит закрытые лотки, и она с переездом сюда выбрала вообще ходить в туалет просто на улицу. Хотя дома она ходила именно в такой туалет нормальный, а здесь в закрытый она отказалась ходить. Поэтому, говорю, есть кошки со своим характером. Так что вот, ссылочку я оставлю. Название в роликах вы все видели в этом обзоре. Надеюсь, вам он будет полезен, и вы выберете для себя тот туалет, который вам действительно подходит и который вам понравился. Ну, а я свой выбор сделала. Вот так они подклеиваются, то есть, чтобы на этих стыках, кстати, у других туалетов ни одного таких наклеек, ну, может быть, кто-то потом добавит, сейчас нету. Вот, видите, чтобы вот эти стыки, в них не попадал наполнитель. Очень мелкий наполнитель, который пылится, может вот сюда попадать, чтобы ноготь. Хотя у меня лично не возникало к этому вопросов вообще никаких, но прикольная доработка. Наклеить несложно, но при этом то есть, вот просто все теперь идеально, туда ничего не попадет.
Вот мы закончили обклейку, так что теперь он вдвойне защищен от всяких подтеканий, чтобы моча не туда попала, и попадание, собственно. У меня очень мелкие наполнители я использую, мне очень нравится такой сыпучий. Еще хотелось бы сказать, что у него очень крутые датчики, сенсоры стоят, их целых 5 штук, это чтобы избежать, чтобы, не дай бог, кота не перевернуло туда, то есть с ним вообще ни разу такой ситуации не было. Даже когда маленькие котятки пользовались у меня им, он всегда чувствовал, из-за того, что очень много датчиков стоят и дорогие они, всегда чувствовал, что кто-то находится в туалете и не находился при этом в движении. Так что вот, спасибо большое за просмотр, друзья, переходите в описание. Пишите, было ли вам полезно. Напишите, пожалуйста, свой опыт использования разных туалетов. Я знаю, что у многих подписчиков, по моим рекомендациям, вы покупали туалеты. У моих друзей, у многих стоят, у большинства моих друзей такой туалет стоит, потому что когда он в первый раз ко мне пришел, я попользовалась неделю, я уже влюбилась в него и всем стала советовать. Так что пишите про опыт своего использования кошачьего автоматического туалета и насколько он упростил вам жизнь. Потому что, казалось бы, несложно убрать, подойти раз в день в туалет, но насколько становится жить проще и легче, если это за тебя делает сам туалет, а ты просто собираешь такой мусорный мешочек и выбрасываешь. В общем, очень классно. Кун, заценишь? Такой, ничего себе, агрегатище. Кун с ним еще не сталкивался, Кун в этом доме живет. Кстати, вот сейчас будет видно наглядно, надеюсь, что Кун, он весит 12 килограмм. Сейчас к зиме, скорее всего, около 14. Размер кота, и он абсолютно спокойно в открытый лоток помещается. Сейчас он сразу сделает все свои дела. Вот это я понимаю, кот блогера. Ты ж мой умничка, ты ж мой Зосечка. То есть, представляете, вот он залезет в какой-то закрытый маленький туалет. Он ему где-то вот так будет. А здесь как бы кот полностью помещается, там даже еще место есть, если кто-то еще решит присоединиться к нему. Умничка, вот. Показал сразу, просто продемонстрировал, как все это собралось здесь. Все прекрасно, вон там, то есть вы подняли, вот спокойно можно вынести, ничего не расплескав по дому. Спасибо за внимание.